Всем привет, это Руслан Левиев с очередной сводкой. Это последняя сводка в июне. Первая треть лета прошла, и, как видите, никакой второй волны мобилизации не случилось. С весны ряд украинских спикеров грозился, что на начало июня российские власти готовят мобилизацию 300 тысяч человек. Я же говорил вам в сводках, что не верю в подготовку ко второй волне мобилизации. И оказался прав. Точно так же я не ожидаю второй волны ни в июле, ни в августе. Также много писалось о неком масштабном летнем наступлении России. Тут вопрос дискуссионный. Опять же, я говорил, что не ожидаю именно масштабных летних наступлений российских войск. Кто-то скажет, что вот наступление в Харьковской области, атака на Волчанск – это и есть то самое масштабное летнее наступление. Ну, все относительно, конечно, но лично у меня не получается назвать эти события масштабными. Для этого либо площадь, протяженность линии атаки должна быть сильно больше, либо размер задействованных сил должен быть совсем другим. Например, если бы помимо текущих направлений на Волчанск и на Липцы я бы увидел аналогичные выступы, допустим, в районе Казачьей Лопани Харьковской области и в районе поселка Золочев, на которые шли бы откуда-нибудь с Грайворона, тогда да, совершенно другой вопрос. Или если бы масштаб задействованных сил был иной. Например, Авдеевку брали силами 3 общевойсковых армий, отдельной танковой дивизии и большим количеством других подразделений. Здесь же мы такого не увидели. По этим двум причинам, то есть масштаб территории и масштаб сил, я не готов называть атаку на Харьковскую область масштабным наступлением. И в целом я по-прежнему не ожидаю какого-либо масштабного летнего наступления. Для этого просто нет сил. Более того, постепенно формируются основы под то, чтобы однажды в будущем ситуация сменилась на противоположную, в пользу Украины. Что я имею в виду? Во-первых, все эти штурмы на мотоциклах и проблемы с бронетехникой в России. Я вам много об этом рассказывал уже, не буду повторяться. Во-вторых, это обеспечение украинской армии стабильными поставками артиллерийских снарядов. Напомню, что нынешняя война артиллерийская, она не беспилотная. Хоть беспилотники и играют значительную роль на полях сражений, они не освобождают территории. Первую половину 2024 года мы постоянно слышали от украинских солдат, что российские войска выстреливают гораздо большее количество снарядов в сравнении с украинской армией. И во многом именно этим обеспечилось медленное, ползучее продвижение армии России на фронте. Сейчас ситуация выравнивается. Корреспонденты агентства Рейтер съездили на передовую, поговорили с украинскими артиллеристами, работающими на самоходках М-109. И те пояснили, что раньше действительно был снарядный голод. Приходилось экономить, ограничивать себя в контрбатарейной борьбе, в выборе целей. А вот теперь снарядного голода нету. Первые партии боеприпасов, выделенных по чешской инициативе, уже поступили в подразделение на передовой. Плюс представители Пентагона в комментариях к прессе утверждают, что планируют выйти на темп производства 55 тысяч снарядов в месяц к концу лета. А это на 4 месяца быстрее первоначального плана. Изначально ждали, что такого темпа достигнут только к концу года. Плюс европейские страны сейчас активно размещают заказы на производство снарядов. Например, неделю назад Германия разместила рекордный заказ на 8,5 миллиардов евро. Да, это заказ на несколько лет. И да, в нем снаряды не только для Украины. Но на нынешнюю войну это тоже влияет. Не только линия фронта ползучая, но и эффект от поставок оружия тоже растянут по времени. Не стоит думать что-то вроде «О, F-16, сейчас резко все изменится». Аналогично, наверное, где-то сейчас сидит пропутинский зритель и думает «О, ФАБ-3000, сейчас мы победим». Нет, это не так работает. Основания для серьезных изменений в ходе войны всегда формируются как минимум месяцами. И это всегда целый комплекс факторов. И тот комплекс факторов, который мы видим сейчас, а именно нарастающий дефицит техники у России и нарастающие поставки боеприпасов в Украине, дают основания для постепенных изменений в ходе войны на протяжении года и далее. В конце прошлой недели произошли 2 трагических события, которые не успели попасть в сводку. Это прилет авиабомбы по жилой улице в Харькове в субботу, в результате чего обрушился подъезд жилого дома, и неудачный перехват ракеты «Атакамс» в Крыму в воскресенье, в результате чего ее боеприпасы сдетонировали в районе пляжа. Обе ситуации уже многократно проговорили на различных площадках. Но я считаю важным напомнить основные моменты и на этом канале тоже. Система противовоздушной обороны – вещь не идеальная. И порой неудачная, некорректная работа такой системы может вместо защиты мирного населения, наоборот, приносить смерть. Это не значит, что странам нужно отказаться от использования таких систем. И уж точно не стоит идти на поводу пропагандистов, которые порой вбрасывают посылы, что вот, если бы вы не пользовались ПВО, то гражданские не погибли бы. Нет.
Если бы вы не начинали войну, то гражданские не погибли бы. В течение недели я уже не раз комментировал для разных СМИ ситуацию с разрывом ракеты «Атакамс» над Севастопольским пляжем. Также следил за комментариями под различными разборами этой истории и отмечал для себя типичное заблуждение аудитории. Напомню, что в прошлое воскресенье появилось множество видео, на которых мы видим отдыхающий на пляже народ, а затем многочисленные взрывы и панику. И да, цинизм властей аннексированного Крыма поражает. Они пляжи не закрывали и не собираются закрывать, даже после этой трагедии. При том, что в Крым регулярно что-то прилетает, а Севастополь просто напичкан различными военными объектами. Так вот, возвращаясь к видеозаписям с пляжа, у нас они не вызывают каких-либо сомнений, что мы видим и слышим разрывы кассетных боеприпасов. Это не какие-нибудь падающие осколки зенитной ракеты или готовые поражающие элементы ее боевой части. Осколки и поражающие элементы, падая на землю, не взрываются. А на видеозаписях мы видим и слышим именно взрывы. Дальше. Ракеты систем противовоздушной обороны не снабжаются кассетными боевыми частями. Но это нонсенс. Очень часто я встречал комментарии вида: если бы это был кассетный «Атакамс», то на пляже никого бы в живых не осталось. Там всех бы превратило в фарш. Посмотрите в интернете, как отрабатывают кассетный «Атакамс». У нее 1000 суббоеприпасов, говорят такие комментаторы. Во-первых, на видеозаписи хорошо видно, что большая часть суббоеприпасов упала в воду, а не на пляж. Во-вторых, даже при этом есть огромное количество пострадавших, больше 150 человек. И в-третьих, расстояние между Севастополем и, например, Херсоном больше 230 километров. А это значит, что могла прилететь только дальнобойная модификация ракеты «Атакамс», которая летает на 300 километров. А вот таких модификаций кассетная боевая часть держит около 300 суббоеприпасов, а не 1000. Собственно, как была изобретена дальнобойная версия «Атакамс»? Если говорить упрощенно, то взяли версию, летающую на 165 километров. В ее кассетной боевой части как раз 950 суббоеприпасов. В 3 раза сократили количество суббоеприпасов, а высвободившееся место заполнили дополнительным топливом, благодаря чему ракета стала лететь сильно дальше. Также многие ссылаются на найденные обломки якобы зенитно-ракетной от российского комплекса «Тор». Даже если это действительно обломки ракеты «Тора», то это никак не опровергает основную версию разрыва кассетного «Атакамс» в результате перехвата его российским комплексом ПВО. При этом есть многочисленные показания очевидцев и даже фотографии, свидетельствующие о работе ПВО в момент трагедии. И даже само Министерство обороны России изначально признало, что ракета разорвалась над пляжем именно в результате воздействия системы ПВО. Напомню, что 2 сутки назад я рассказывал вам о таком термине, как «новая Чернобаевка», имея в виду ситуацию с частыми ударами ракет «Атакамс» по объектам в Крыму. Эти ракеты покрывают всю территорию Крыма. Вся она опасна для гражданских из-за плотного соседства с многочисленными военными объектами. Похожая трагедия произошла до дня до того, 22 июня, в Харькове. Авиабомба взорвалась на одной из улиц города. Серьезные повреждения получил находящийся рядом дом, из-за чего обрушился один из его подъездов. В результате взрыва 3 человека погибли и 56 получили ранения. Падение бомбы попало на кадры видеорегистраторов 2 машин. На обеих видеозаписях видно хаотичное вращение бомбы во все стороны в процессе вертикального падения. И это исключает возможность определения направления прилета. Даже то, с какой стороны разрушен дом, нам ни о чем не говорит. Также на кадрах видео видна форма авиабомбы, схожая с используемыми Россией ФАБами, то есть фугасными авиационными бомбами. Ее хвостовое оперение с кольцом, а также большие блестящие металлические хомуты, обечайки, к которым к бомбе прикрепляют комплекс универсального модуля и планирования и коррекции авиабомб, то есть крылья и навигационное оборудование. Тип хвостового оперения позволяет нам отбросить версию про сброшенную Украиной Джейдам, а также версию про северокорейскую планирующую авиабомбу. Их хвостовое оперение сильно отличается. Остается вопрос, почему мы не видим крыльев авиабомбы? При этом она падает в Харькове, а не Белгородской области. А до Харькова российские самолеты не долетают, для них это слишком опасно. Соответственно, бомба смогла пролететь значительное расстояние от Белгородской области и только над Харьковом почему-то потеряла свои крылья, из-за чего начала падать вертикально вниз, хаотично вращаясь во все стороны. К слову, одновременно с этим был нанесен удар 3 авиабомбами по другому району Харькова. И у них мы как раз таки видим раскрытые крылья. Нам кажется, наиболее вероятной версией последствия работы украинской системы противовоздушной обороны. Зенитная ракета взорвалась рядом с летящей бомбой и своими поражающими элементами оторвала, уничтожила крылья авиабомбы. При этом сама бомба не взрывается в воздухе, поскольку ее корпус достаточно толстый, в отличие от крыльев ОМПК. При этом мы не можем совсем исключать версию о дефекте крыльев, то есть комплекса ОМПК. Хотя, как правило, если он оказывается дефектным, то бомба падает в Белгородской области.
Издание «Важная история» изучило данные Росстата и по методу избыточной смертности определило, какое количество российских мужчин погибло на войне за первые 2 года полномасштабного вторжения. Важно понимать, что для изучения статистики они брали выборку мужчин в возрасте от 20 до 49 лет. Это связано с особенностями публикации данных Росстатом, так как он делит мужчин по категориям от 15 до 19, от 20 до 24 и так далее. А также с тем, что в возрасте от 50 лет российские мужчины мрут как мухи. От всех причин. До пенсии доживает не каждый. Поэтому в категории 50+ выявить избыточную смертность, связанную именно с войной, крайне сложно. В результате исследования «Важные истории» пришли к выводу, что только за первые 2 года полномасштабной войны на ней погибло как минимум 70 тысяч россиян. А именно, 26 тысяч погибло в 22-м и 45 тысяч в 23-м. И это без учета ЛДНРовцев. И это минимальная оценка. Это совпадает с исследованием изданий «Медиазона» и «Медуза», которые тоже выявляли избыточную смертность на основании реестра наследственных дел. У них получилась близкая цифра – 75 тысяч человек за первые 2 года. То есть, как видите, на основании разных исходных данных разные независимые издания схожими методами пришли к одним и тем же цифрам. Поэтому эти цифры можно брать за основу. Мы регулярно беседуем с журналистами из этих изданий, и они мне говорят, что 24 год как минимум не отстает по темпам от 23-го. И сейчас явно уже перевалило за 100 тысяч погибших. При этом для меня несколько странно выглядит заявление британской разведки, которое они сделали в конце мая. По их словам, май 24 года был пиковым по потерям для российской армии за период с февраля 22 года. Якобы Россия теряла больше 1200 человек в день. У нас нет конкретных цифр за май. Тем более, что данные всегда приходят с большой временной задержкой. Пока появятся некрологи, судебные дела о признании погибшим, наследственные дела. Но в целом, по масштабу боевых действий, по кадрам с фронта, не похоже, что май был в 1,5 раза более кровавым, чем пиковые моменты боев за Бахмут. А по цифрам британской разведки выходит как будто бы так. Это странно. Отдельно отмечу, что я постоянно вижу, как аудитория, да часто и спикеры тоже, не понимают значения термина «потери». Когда говорят просто «потери» или на английском «casualties», то это и погибшие, и раненые, в том числе легко раненые. А современные реалии российской армии таковы, что если ты ранен, но руки и ноги на месте, то тебя перевяжут, дадут условный аспирин, а через пару-тройку дней ты снова будешь в окопах, идти в атаку. Поэтому человек с 22 года мог и 3, и 4 раза попасть в статистику потерь, как раненый. Но российская армия не потеряла этих 3-4 человек. Это был один человек, и он продолжает воевать на передовой. Перейдем к новостям внезапно из США. Нет, я не про дебаты, которые оказались провальными для Байдена. В середине июня спецслужбы США провели операцию в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Филадельфии, в ходе которой задержали 8 граждан Таджикистана, которых подозревают в связях с террористической группировкой ИГИЛ-Хорасан. Попробуйте без использования Гугла вспомнить, когда в последний раз ИГИЛ совершали теракт на территории США. Уже несколько лет у них этого не получается. При том, что США по-прежнему являются привлекательной целью для атак. А теперь у меня вопрос к вам. Что вы думаете про теракт в России? И тут вы меня переспросите. Про какой именно? Про Крокус? Или про ростовский СИЗО? Или про Дагестан? Кстати, между 2 последними терактами прошло всего 7 дней. И это все ИГИЛ. Те самые, которых мы якобы победили в Сирии. Но помните, Путин рассказывал же. В сегодняшней России террористы чувствуют себя совершенно свободно. Причем устраивают теракты даже после того, как их поймали и посадили в клетку. Напомню, что на ростовский следственный изолятор не напали снаружи. Теракт совершили те, кто сидел в камерах по подозрению в подготовке теракта. Думаю, если бы какой-нибудь сотрудник ФБР узнал, что в России поймали террористов ИГИЛ, посадили их в изолятор под охрану, после чего террористы в этом же СИЗО устроили теракт и захватили охранявших их лиц, то в такую историю мало кто бы поверил. Я думаю, тут большинство бы отреагировали. Ой, хорош байки рассказывать, но придумаешь тут всякого. В России спецслужбы и силовики даже самих себя не могут защитить. Они заняты преследованием диссидентов, геев и тех, кого телефонные мошенники развели кинуть бутылку с зажигательной смесью в военкомат. Им важнее посадить на 5 лет 9-классника Арсения Турбина. Вот кто, по их мнению, настоящий террорист и угроза безопасности России. А ИГИЛ подождет, не до них сейчас. Я не шучу сейчас. Зайдите на Медиазону и почитайте историю Арсения.
В сентябре 2022 года мы собрали внутри команды CIT отдельное подразделение, которое занимается исключительно освещением вопросов мобилизации и вербовки добровольцев на войну. У них есть прям отдельный свой редактор, свои сводки, свои аналитические публикации. А с 2015 по примерно 2018 год мы также активно работали по теме ИГИЛ, терроризма, Сирии, разбирали теракты, произошедшие в разных странах. И знаете, с такой частотой терактов в России, чувствую, скоро придется создавать новое подразделение внутри CIT, которое будет заниматься исключительно освещением проблемы терроризма в России. Настоящего терроризма, а не того, который снимает фильмы про предателей. Кстати, про CIT и ее подразделение. Сегодня, в воскресенье, 30 июня, в 18 часов по московскому времени мы будем проводить прямую трансляцию на YouTube-канале CIT. Она посвящена в основном нашему 10-летнему юбилею. Но вы можете использовать эту возможность, чтобы задать мне вопросы по какой-либо из тем, озвученных на этой и предыдущих сводках. Если вам осталось что-то непонятно, если вы считаете, что я где-то ошибся, обо всем этом вы сможете сказать мне в прямом эфире в 18 часов сегодня по московскому времени на YouTube-канале CIT. Ну а следующая сводка, как обычно, через неделю. Увидимся!